Hello, liebe Damen and Herren! Добро пожаловать на канал Дистилеша. В этом выпуске я постараюсь раскрыть вопрос шнапса. Итак, шнапс – это дистиллят или ректификат, который получают на территории современной Германии, Австрии, Швейцарии, а также в соседних странах, в регионах которых говорят на немецком языке. Традиционный шнапс производят преимущественно из фруктов и ягод. Это яблоки, сливы, груши, вишня, терн. Также некоторые необычные варианты – малина, бузина, ежевика, клубника, земляника. Иногда из овощей – картофель, топинамбур, тыква, морковь. И также производится мацерация на травах. Традиционный австрийский альпийский шнапс – это шнапс, полученный из корней горного альпийского цветка горячавка. Из чего только не делают шнапс. Из пива тот самый знаменитый биршнапс, из кофе, из какао, из горячавки, которую я только что сказал. Чего только вам в голову не придет, из этого можно сделать шнапс. Чуть ли из стола только шнапс не делают. Также стоит вспомнить про спаржу, а также чай и даже шишки. Третий раз хочется вспомнить о горячавке, ведь рецепт шнапса из горячавки хранится с 16 века в Альпах, и производится он из корней этого растения с желтыми цветами. Корни мелко нарезаются, ферментируются в течение 2 недель, далее замачиваются в спирте, после чего производится некоторая выдержка, далее идет двойная дистилляция и далее выдержка в керамической таре, кувшины или большие глиняные какие-то, может быть, емкости. После чего мы получаем, после выдержки в этой таре, мы получаем очень необычный напиток с землянистым, ярким, терпким вкусом, горьковатым и очень продолжительным послевкусием. Но все же исключительно и более традиционно шнапс производится, конечно же, из фруктов. Технология производства: фрукты собираются и в строго зрелом состоянии мелко нарезаются или пюрируются, иногда отделяются от косточек, иногда не отделяются, иногда даже черенки остаются. После чего ферментируются фрукты вместе с дрожжами, но могут быть варианты с водой, то есть если фрукты недостаточно сочные, например, яблоки очень сочные, и сок яблок и перетертая масса, в эту массу добавляются дрожжи. Если же пюре достаточно густое и не дает сок, как, например, сливы или некоторые виды груш, то добавляется дополнительно вода, а также, опять же, дрожжи без добавления сахара. Технологически, исторически без добавления сахара. Далее происходит брожение около 10 дней, от 10 дней, точнее, до практически бесконечности. Об этом чуть позже я вам тоже расскажу. После чего производится двойная дистилляция на традиционном медном перегонном оборудовании. Получается бренди. Во Франции, в принципе, получается то же самое, только там это называется eau de vie. Для четкого отделения именно фруктовой категории в шнапсах есть даже отдельное название, это обстлер. Итак, я рассказал о традиционной перегонке по красной схеме только что. Также используется и перегонка по белой схеме, когда дистиллируется брага в виде сока, получается. То есть перед ферментацией, перед добавлением дрожжей, сок отделяется от твердой части, от жмыха. Также стоит отметить, что есть и необычные, нетрадиционные браги для нас. Традиционные для Германии. В брагу с фруктами могут добавляться какие-нибудь травы или коренья. Ну, наверное, как-то их перед этим хорошенько обрабатывают. Иначе, если в брагу попадет грязь, то вся партия будет испорчена. Интересно, конечно, попробовать подобные продукты. И хочется спросить у наших дистиллеров, не экспериментировал ли кто-то с травами и кореньями дополнительно при получении своих браг. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Слово «шнапс» переводится с нижненемецкого как глоток, щелчок, выстрел, быстрый. Ничего, кстати, не напоминает. Ну, конечно же, слово «шот» по-английски также имеет подобный перевод – выстрел, что указывает на исконно рюмочную манеру употребления этого напитка. В Рейнской области, например, шнапс называют шабау. У них есть такая поговорка «шабау маат смарт». Шнапс делает тебя умным. Не знаю почему.
Приблизительно даты появления шнапса — это 1350-е годы, середина 14 века. Это связано с распространением эпидемии чумы в Европе. И тогда считалось, что именно крепкие алкогольные напитки могут излечивать или помогать в борьбе с этой болезнью. И тогда популяризация производства и дистилляции шнапса, а также употребление набрала невиданные масштабы. Таким образом, видимо, где-то в источниках всплыла информация о нем. Заметьте, что каждый раз, когда происходят какие-то серьезные эпидемии, как, например, сейчас ковид, и вы тоже наверняка слышали, что от ковида помогает спиртное. Кстати, интересно, испанка, которая набирала обороты в начале 20 века, точнее бушевала по всей Европе, также традиционно лечилась алкоголем, и это был виски. Итак, кальвадос 1553, виски 1494, коньяк 1453, арманьяк 1348 и наш шнапс 1350 годы, то есть приблизительно одинаковое время. Арманьяк и шнапс имеют свое рождение приблизительно одну и ту же дату, и при этом они являются старейшими дистиллятами в Европе. Чтобы вникнуть в идею традиционного шнапса, представьте себе сельскую местность, в которой традиционно летом, в конце лета собирается урожай. Урожая собирается очень много, и излишки этого урожая по усмотрению каждого хозяйства могут пойти на дистилляцию и производство шнапса. Как правило, это личное потребление. Как правило, перегонное оборудование разнообразно и имеет достаточно небольшой объем, поэтому это производство позволяет потреблять шнапс только одному домохозяйству или угощать соседей. Сегодня, конечно же, технология шнапса видоизменилась и двинулась на прилавки наших алкомаркетов, наших бутиков. И эта технология уже далека от традиционной. Здесь уже больше мы видим колонны, аламбики, совмещенные с колоннами, комбинированные, то есть более быстрые, более рафинированные технологии. У производства шнапса нет строгой регламентированной технологии, как и нет строгого защищенного географического наименования апелласьона. Шнапсом может называться любой дистиллят или ректификат, как я уже сказал. В том числе шнапс уже можно встретить и американского производства, но только это не шнапс, это какой-то ликер 22-градусный по спирту. И при этом в названии, по-моему, присутствует вторая буква «П», видимо, какая-то страховка от будущих возможных проблем с пересечением и регистрацией официального наименования на немецкоговорящих землях. Итак, исходное оборудование — это аламбики, и начало популяризации середины XIV века. Подобные аламбики и их самое большое множество разнообразий можно увидеть и в Сербии, Черногории, в Венгрии, то есть аламбик дальше начал распространяться по Восточной Европе и попал когда-то, видимо, и на Русь-матушку, потому что мы знаем, что на Руси производство хлебного вина датируется 15 веком. Итак, чтобы сказать, по крайней мере, не о шнапсе самом и не о правильном шнапсе, а хотя бы о традиционном шнапсе, то нужно говорить, что это небольшие партии, small batches, медное перегонное оборудование, медные аламбики, это двойная перегонка, это красная схема и это сельская местность, крафтовое производство. Не так давно промышленный немецкий шнапс попал и в Россию. О новой марке шнапса Шнее-Егер я поговорил на 10-м фестивале «Крепкий мир» в Москве с сооснователем и амбассадором, генеральным директором компании Хендельсхоф МФ&НС GmbH Сергачевым Александром. Давайте его послушаем, а кое-где и прокомментируем. Александр, вы первый раз на «Крепком мире»? Это наше второе присутствие на «Крепком мире». Мы были в мае, просто восхищены, насколько здесь очень было плотно. Это был один день. Здесь был такой драйв, невероятное количество людей. И мы очень рады тому, что и люди нас воспринимали очень хорошо. Это был первый наш выход в России с продуктом. Очень хорошие отзывы, соответственно, поэтому мы здесь снова. Все довольно просто. Как называется завод, который вы представляете, и как называется бренд, и когда они были основаны? Завод находится в баварском Аденвальде, это северная часть Баварии, примерно 80 километров на юг от Франкфурта. Завод с 1971 года производит дистилляты. Это основное направление нашего производства. У нас есть разные спирты.
но 90% продукции, которую мы выпускаем, это дистилляты на рынок Германии и Европы в целом. В этом году мы пришли в Россию для того, чтобы наиболее широко представиться российскому потребителю и дать ему максимально возможность оценить самому нашу продукцию. Мы сделали линейку в 2016 году с Николаем Фоменко, нашим известным человеком в Российской Федерации и не только. Мы сделали линейку Schneejäger, то есть это снежный охотник. Эта линейка отражает наше желание пойти к потребителю более молодому и современному. Мы сделали рецептуру в 38 градусов. Опять же, это вот идейное направление нашего соучредителя и сооснователя компании Николая Фоменко. 38 градусов позволяет нам получить большую питкость, больше открывается ароматика напитка. И мы предполагаем, что у этого напитка хорошие перспективы на рынке России. А как называется завод? Завод называется Handelshof NFMS. Да, а Schneejäger и логотип, что это значит? Объясните в двух словах. Тут какой-то волк нарисован. Это снежный охотник. Рядом у нас располагается населенный пункт. Рядом с заводом расположен населенный пункт, называется Schneeberg. Снежная гора. И вокруг этой горы уже давно существует, ее охраняют. Это стая волков, которая, в общем-то, довольно уникальна. И в Германии после войны в этих местах, это, наверное, первый раз за последние 20 лет, немцы очень гордятся этим. Ну вот мы решили, что это было бы для нас довольно интересным решением по части назвать так наш молодой новый бренд, как бы перезапуск продукта для молодой аудитории. Ага, то есть это название населенного пункта Schneeberg – это название населенного пункта, а мы назвали Schneejäger, то есть снежным охотником. Понятно. Откуда вы берете сырье и, ну, то есть территориально это местное или откуда-то привозите? Сырье 100% немецкое. Здесь у нас порядка 30 килограмм идет на 1 литр спирта, который потом разводится в необходимой пропорции подготовленной водой, и мы получаем шнапс. Для того, чтобы сбраживать этот продукт, мы не моем плод. В частности, в абрикосе мы используем для сбраживания даже и косточку. Тот плод, который вы брали сейчас в руку, это был тер. Здесь использована технология наподобие Ice Wine. Плод немножко прихвачен морозом, соответственно, в ягоде повышен сахар, но натуральный сахар, как мы предполагаем и знаем, да, что... Да, терн и терн, я вам скажу, действительно очень интересный. Здесь чувствуется косточка, здесь ярко чувствуется косточка. И мне нравится, что здесь нет никакой сладостной палитры. Здесь чувствуется косточка и слива в аромате, во вкусе. Много горечи, сливовая кожурка, сливовая мякоть. Опять же, много косточки. Очень приятная штука. Горечь. Мне очень нравится. Мне нравится эта горечь. Хотя я небольшой любитель горечи, но эта косточка. Это натуральный продукт, и он здесь чувствуется во всей своей красе. В принципе, наверное, неплохая выпивка для каких-то блюд и для сопровождения блюд. Даже это не дижестивная история и не аперитивная. Во всех шнапсах, натуральных шнапсах, нет никаких сахаров, нет никакой аромы, нет никакой отдушки, этого не нужно. Однако это допустимо, по-моему, да? Ну, скажем так, это же рецептура. Если люди себе позволяют это сделать, то у них немножко другой продукт получается, и немножко другие ощущения будут у головы человека, который его потребляет. По сахару отдельная история. Я хотел бы сказать, что в тех 4 шнапсах, которые я попробовал, которые у меня здесь на столе, сахар я почувствовал в 3 из 4. То есть в терне я сахара не почувствовал, в Мирабель, слива Мирабель и, значит, 3 фрукта, 2 яблока, груша и ореховый шнапс. Здесь я почувствовал сахар, и нужно заметить, что сахар допускается к добавлению в шнапс до 10 граммов на литр. Коньяк 15, шнапс 10. Собственно, все здесь оставлено 40% тела, 30% убрано с голов, 30% убрано с хвостов. Поподробнее хотелось бы добавить, что в данной технологии используется двойная перегонка на стальных колоннах.
очень интересная технология. Первая перегонка производится, видимо, в какой-то легкой вариации, какая-то крепость, наверное, типа 30-40 градусов. И вторая финальная перегонка, по всей видимости, здесь идет речь о полной партии, которая загружается на вторую перегонку. То есть 30% голов не берется в отбор, далее 40% это тело. То есть, грубо говоря, с 1000 литров, например, мы 300 литров убираем, 400 литров идет на производство этого шнапса, дальше 300 литров опять же отсекается. Эти 70%, эти 60% не выбрасываются. Мы их продаем медицинским фармацевтическим компаниям. Соответственно, можем предложить приемлемую цену за готовый продукт. И что интересно еще хотелось бы добавить, что финальная крепость имеет 90-96 объемных долей спирта по содержанию спирта. Также после дистилляции или ректификации, если хотите, этот спирт хранится в стальных танках, и причем не менее года. То есть партия, которая дистиллировалась, например, сегодня, может быть разлита по бутылкам только в 2023 году. Практически все идет в переработку и в дальнейшую реализацию. В том числе и жмых, который остается после приготовления. Все продается, поэтому мы можем, в принципе, предложить потребителю. В России это где-то получается 1500-1700 рублей полка. В Германии это где-то 15 евро за бутылку 0,5 на полке. То есть в терне, например, сахарного сиропа нет, да? Нет, ни в терне, ни в каком прозрачном шнапсе в нашем варианте никаких сахаров нет. А в ореховом уже есть, да? В ореховом уже есть, но здесь другая принципиальная позиция. Здесь... По поводу сахаров я все-таки позволю усомниться. Вот смотрите, возьмем мы, например, бутылку 3 фрукта, да? Я показывал уже много там раз. Видите, как я не могу ее открыть. То есть там немножечко что-то сладкое прикипело к пробке. И хочу сразу попробовать. Мне тут налито что-то... Мирабель у меня налито. Кстати, вот эти бокальчики у нас в магазине Dram of Spirit уже есть. Заглядывайте. Я чувствую здесь уже сладкую ароматику. Хотя очень, конечно, вкусную, фруктовую. И на вкус как будто бы, знаете, вот непривычный такой вкус, слегка сладенький. Позволю себе усомниться, Александр. Но, в принципе, я не считаю, что это какой-то плохой тон. Мне кажется, здесь все довольно неплохо. Здесь, чтобы добыть спирт, мы пропустили ядра ореха через карамелизацию. Вот, соответственно, здесь есть сахара, здесь уже 35% алкоголя. Это уже такая, можно сказать, диджестивная история. А карамелизация как выглядит? Это смешиваются ядра орехов с карамелью и нагреваются? С жидким сахаром, да, и температурный обогрев. Такая же технология, допустим, вот на этом продукте сделана. Здесь в карамелизацию мы пустили шкурку зеленого яблока. Здесь 38. Это на самом деле, наверное, один из самых старинных немецких рецептов. Но он тоже сладкий, поэтому надпись «Шнапс» здесь для того, чтобы просто дать потребителю понимание того, что это больше 30 градусов, потому что, в принципе, у немцев шнапс – это собирательное название крепкого алкоголя. И, собственно, мы не решили не менять эту технологию. Все-таки ликер – это меньше 30, а общее собирательное шнапс они могут быть, в том числе вот. То есть никто не запретит называть этот напиток шнапсом, то есть Нет. напиток с сахарным сиропом, и без него Нет, тоже может называться шнапсом. Да, если мы об этом пишем, что здесь в составе есть сахар, соответственно, да, мы никого не вводим в заблуждение, мы об этом смело, открыто говорим. Александр, я видел, как выглядит ваш дистиллятор, да, перегонный аппарат. Скажите, как он называется и как вообще можно его классифицировать, что ли, потому что он похож одной части на перегонный Колонна. другой части на колонну. Это колонна. Это колонна, да? Да, но то, что мы выкладываем и можем себе позволить выкладывать в интернет, это часть той истории, которая началась в 1971 году. И в данном случае в Баварии оставлена только лаборатория, которая работает над новыми вкусами, новыми сортами и постоянно что-то выдумывает. Да? Вот, допустим, ореху, ему, наверное, вот сейчас в 2016 году он был произведен, ему на самом деле всего получается 5 лет. То есть это новая вещь. Терну примерно столько же.
это постоянная генерация каких-то новых идей, каких-то вкусов. Основное производство с 2003 года перенесено под Гамбург. И это уже большое промышленное предприятие. Нам нужно было двигаться в сторону порта. Соответственно, мы выросли из маленькой деревенской истории на федеральный уровень Германии уже в 2003 году. То есть та колонна, которая есть, так скажем, в открытом Она доступе, рабочая. это не все оборудование, Нет, это которое далеко участвует не в все оборудование, это даже более того, это уже только экспериментальное оборудование, когда нам нужно выпустить маленькую партию или контрольную партию, оставить ее на хранение, чтобы у нас всегда были образцы с каждого года, с каждого разлива. То есть обычно вы производите свой напиток на колоннах непрерывного типа, стальных, медных. Абсолютно, стальные. На крепком мире, на 10-м крепком мире, первое место досталось шнапсу абрикосовому. Да? Да, вот он. Как вы считаете, в чем причина успеха и почему именно этот шнапс занял первое место? Ну, на самом деле, если немножко разобраться в стилистике, это, конечно, больше маркетинг, потому что технология в принципе одинаковая, но устоявшееся понимание того, что есть бранты, то есть обожженные, есть гайсты, то есть ароматическая вещь, да, больше названий, есть вассеры, как мы можем сказать, водка-водичка, то же самое немцы называют, крепкий алкоголь также. Давайте поподробнее остановимся на категориях. Итак, как я говорил в начале выпуска, Обстлер – это общая категория для всех фруктовых шнапсов, да, фруктовых бренди. Бранд созвучный, соответственно, от слова бренди или бренди от слова бранд. Это шнапс, который получают из одного вида фруктов, на самом деле. А вассеры, тоже от слова водичка, действительно, это категория шнапсов, которая получается из нескольких разных видов фруктов. То есть, например, вот это у нас вассер, видите, здесь и груша, и яблоко. Вот это бранд, вот это бранд. Дальше категория идет гейст. Вот она. Категория гейст – это мацерация орехов, фруктов и ягод на спирте ректификованном с целью дальнейшего извлечения из них всех вкусоароматических интересных компонентов и дистилляция этого спирта и получение шнапса. Проблема здесь заключается в том, что исходное сырье имеет очень мало сахаров или очень трудно сбраживаемое, да, то есть малина, лесной орех. Поэтому используется такая технология, и называется она гайст. А что интересно, еще есть категория, которая называется кройтер. Кройтер – это технология гайста, которая применяется к травам и кореньям. Например, есть такой интересный шнапс, который получают из сена, якобы передать дух и всю вкусоароматику, точнее, наверное, больше ароматику альпийских лугов. Ну и наша уже в 4-й раз упоминаемая горячавка, также это кройтер. Есть вассеры, и, допустим, у нас есть Мирабель, хотя она по абсолютно такой же технологии, это желтая слива Мирабель, и она в названии Мирабель Вассер. Это устоявшиеся стереотипные вещи. Но стереотипные вещи, они все равно рождаются на основе чего-то. То есть существует градация, есть гайсты, это средняя позиция, есть вассеры, более простая позиция, более, скажем так, более часто встречающиеся плодовые составляющие. Есть бранты, которые являются лидерами. Это в нашем случае это груша, Вильямс и как раз наш медалист абрикос. Вот мне кажется, здесь есть некая ошибка, потому что ту информацию, которую я накопал, все-таки, да, Мирабель я бы отнес к брантам. Ну, может быть, здесь есть какая-то история про то, что здесь несколько, да нет, Мирабель один вид, один сорт, да. По идее, то, что я смог раскопать и узнать по этой истории, то, что один вид фруктов. То есть, по идее, Мирабель это тоже бранд. И я считаю, здесь нет какой-то, на самом деле, истории крутости и премиальности, потому что здесь есть и в гайстах есть очень крутые и дорогие шнапсы, и в вассерах, в общем, не сказал бы есть, что прям уж так. Но, конечно, бранты, наверное, более премиальны, потому что это всегда один фрукт. Это что-то такое, что вот передается полностью вкусоароматика этого фрукта в конечный продукт. Возможно, здесь есть какие-то более
тонкие сложности в его изготовлении, в его производстве. Не дали сказать Почему он завоевал, мне кажется, ну, совершенно заслуженно, потому что очень удачное стечение обстоятельств, конечно, то, что в бутылку попал такой прекрасный продукт. То есть Бранта это какая-то верхушка, Чуть-чуть, да? да, чуть-чуть повыше позиционирование, скажем так. Хотя технология одинаковая. Но Какое-то более качественное сырье? не может то, быть, что более качественно, более дорогое. То есть груша Вильямс и абрикос более дорогие, чем малина. Вот малина является гайстом, хотя малина очень благодарный. Малина очень благодарная ягода, она очень хорошо отдает ароматику, она очень хорошо отдает вкус, в отличие, допустим, от клубники. То есть клубника очень ровный, ну, прям прямой, совершенно не без восторга вкус. Ну как может быть малина дороже, дешевле, чем груша Вильямс? Ну хорошо, груша Вильямс красная, дорогая, но малина сама по себе мелкая ягода, собирать ее сложно. Как она может быть дешевле? Не знаю, тонна малины, тонна груши Вильямс. Мне кажется, здесь цену все-таки не стоит сравнивать, здесь стоит сравнивать именно вот какие-то тонкости. А с клубникой, а с малиной это прям вот действительно волшебная история. Не хотите понюхать? Давайте. Да, да. Вы там чувствую- даже я чувствую услышите малину, но я не косточку чувствую вот этих спирт. ягод. Да. Да, где-то 38. Вот эта идея именно в том, что Да. это 38. Смотрите. Чудеса. Эти чудеса рождены на самом деле в трудах, потому что обычно все-таки в Германии это 40-43. Когда мы говорим о том, что мы хотим идти в молодежную историю, мы хотим дать людям... Коктейльную историю. Мы хотим... Нет, это прямой напиток, его не надо в коктейль. Мы хотим дать что-то, чтобы люди могли налить себе в бокал О, и провести чудесно. с ним какое-то время. То есть это не надо пить залпом. Да. Этому напитку не надо охлаждения. Он открывается при температуре 16. Это дижестив, да? Да, это... Ну, его можно и в начале. Почему нет? Никто не мешает. Никто не мешает, совершенно. Ценовая категория напитков, которые вот этой вот классификации, да, отличается напиток, там, грубо говоря, полученный из абрикоса и полученный из Нет, там, примерно груши одинаковая. Вильямс. Разница на российском рынке это 100-150 рублей максимум. Ну, то есть самая дорогая это груша, Вильямс, вторая по ценовой составляющей будет абрикос позиция, третья позиция это терн и желтая слива Мирабель. Сюда же, как это ни странно, но относится и орех, хотя он все-таки, как мы понимаем, да, немножко, он уже с сахаром, это немножко другая история, но по ценовой составляющей, из-за того, что ингредиенты дорогие, он попадает в эту же категорию. И для того, чтобы у вас просто понимание было о том, как мы играем с градусом, очень важно, вот вы сейчас у вас в бокале 38, и это малина, Да. а сейчас я вам предложу посмотреть на 32. Здесь 32. И это 32 образовано, Это фруктовая тарелка какая-то, да? ну, да, то есть, грубо говоря, здесь есть груша Вильямс, одна из самых дорогих. Нашей задачей было, что... Хотелось бы рассказать о самых таких интересных фруктах и самых премиальных, так скажем. Одна из них это та самая красная груша Вильямс. Также это терн, это вишня, это слива Мирабель, это баденская слива, это груша Вильямс и яблоки, которые выращены в Маркграфлерланд, Шварцвальде и в районе озера Констанц. Отдельной строчкой хочу выделить вишневый бренди Маркграфлер Кризвассерли или Маркграфлер Черри Бренди. Вишню закупают в регионе Маркграфлерланд, который близок к Швейцарии. Теплый ветер, который дует в долине, в межгорье между Вагезами и Юрой, в районе Верхнего Рейна, хорошо продувает теплым воздухом всю долину, и здесь хорошо растет вишня. Здесь очень благоприятные климатические условия. Вишня начинает цвести на 3 недели раньше, чем в остальных регионах Германии. И о времени цветения сообщается по специальному цветочному телефону. Итак, теплый климат, подходящая почва, все это благоприятно сказывается на будущем урожае, получается крупная сладкая вишня. Эта вишня ферментируется в дубовых бочках не менее 5 лет. Представляете, какая интересная, насыщенная ароматика получается у браги. И как бы хотелось попробовать этот Маркграфлер Кризевассерли. Чтобы
потребитель мог получить самый дорогой качественный продукт, грушу сорта Вильямс, но по приемлемой цене. Нам это получилось за счет того, что мы убрали еще спиртуозность и сделали купаж из 2 сортов яблок. Обратите внимание, и груша, несмотря на то, что ее там всего 30, она закрывает яблоки полностью. Да. И это очень питко. Дюшес. Дюшес Это в чистом очень питко. виде. Это ничего не надо ему. Дюшес, но яблочко какое-то есть, да. Зеленое. Ну, ой, шикарно, шикарно. Но мы поговорили, и вы в бокале не получили пока реализацию, а я вам предложу ее. Ой, великолепно. Согласен. А здесь Чудеса какие-то. Как согласен. будто пьешь 3 вида сока, и они такие дистиллированный сок, но алкоголь вообще не чувствуешь. Безумство. Вот здесь я хочу сказать, что мы поговорили о том, что этот плод прошел через немножко через мороз, точку замерзания небольшое, да? И это, конечно, слива, кустовая обычная слива. Но это номер 1 по продажам. Настолько необычно, да, уже 2 года. Да, я, кстати, себе тоже взял бутылочку, тоже увидел линейку и взял почему-то терн в первую очередь. Ну, Вернемся к 3 видам фруктов. 2 яблока и 1 груша. Зеленое и красное яблоко и груша. Великолепный действительно вкус. Хотелось бы еще раз отметить, что он чистый, а грушево-фруктовый. Немножечко косточки, немножечко вот этого черенка. Но есть какая-то сладость. Вот есть она, знаете, собака где-то не совсем естественная. Какая-то все-таки сахарочек-то там, наверное, есть. Действительно, вот неожидаемая вещь. Да, Ну, то есть да. все-таки про шнапсы, когда мы говорим, мы очевидно ждем яблоко, грушу, малину, да, и вишню. Допустим, вишня очень хорошо и часто идет в кондитерку. Вишня. Вишню, к сожалению, я не взял, а может быть и к лучшему. У меня вишня от Камер Кирш, Киршвассер называют вишневые шнапсы. Здесь история действительно очень интересная. Здесь мы чувствуем прям перегонное оборудование. Камер Кирш изготовитель, обратите на него внимание, АСТ их распространяет. Видел грушевую, по-моему. Здесь я чувствую дистилляцию, здесь чувствуется крафт. Здесь не чувствуется сахар, здесь не чувствуется сладость. Чувствуется терпкость, горечь, фруктовость, ягодность. Что-то как-то вишня формируется, но все это так очень интересно. И стоит отметить, что часто, может быть, кто-то встречал, и если вы будете читать про шнапс, что вишневый шнапс считается одним из самых ценных. Ну вот здесь история про Киршвассер. Обычный вишневый шнапс, на самом деле он не является самым ценным, хотя довольно популярным. А самый ценный шнапс, мы говорили, это тот самый вишневый шнапс, который называется Маркграфлер Крейзвассерли. Еще бы хотел сказать, что есть некий топ-10 шнапсов, точнее производителей шнапса, которые гуляют по интернету, и первая строчка в нем это компания Schlederer. Schlederer. И, кстати говоря, она поставлялась на российский рынок. Если где-то в ваших магазинах еще остался этот шнапс, берите без сомнения. В частности, в рецепте Шварцвальд, черный лес, торт, там идет именно шнапс вишневый. Он тоже 40. Это классика такая, это, да? это прям совсем вишневый классика, шнапс? да, но это на самом деле немножко странная классика, потому что вишня, она опять же такая не очень интенсивная во вкусе. Это хороший качественный продукт, дорогое сырье. Но я считаю, что в принципе темный намного интереснее. И слива Мирабель, ну, именно мой вкус, да, намного более интересный. Вот эта интересность, неинтересность, это не так страшно. Вот любой шнапс на самом деле очень необычен, интересен, вкусен, поэтому выбирайте любой, лишь бы не... Ну, точнее, старайтесь не выбирать сладкие все-таки. Тот же ореховый шнапс, он мне напомнил Беллис. Я бы... Если вы хотите познакомиться со шнапсом, то берите какой-то прозрачный, настоящий. Ну, не настоящий, такой более крафтовый, так скажем. Более приближенный к крафтовому.
Кстати, а давайте вот эту вот фруктовую тарелочку сравним с абрикосом, если можно. Да, конечно. Для меня победитель груша-яблоко. Груша, яблоко, самый питкий. То есть мы то, что хотели, мы сделали, да. То есть люди могут получить всю ароматику. Это будет приемлемая ценовая категория. И это будет чистый натуральный дистиллят. Согласен. Я ничего подобного вообще не пробовал, если честно. Ну вот мы очень рады. Сейчас в этот момент еще два человека, два старых немецких технолога выпили рюмку за свое здоровье. Да. Ну и последний вопрос. Наши зрители наверняка хотели бы узнать, где можно приобрести эти шнапсы. Магазины или сети, куда вы продаете? Мы, благодаря компании Абрау Дюрсо, мы продаемся во всех ателье вина Абрау Дюрсо, нашего партнера и нашего эксклюзивного представителя в России. Мы договорились с X5, мы встаем в Перекресток. Очень надеемся, да, что это будет уже в ноябре. Договоренности есть. Мы тоже получили хорошие оценки от профессионалов. Они нас, в принципе, берут в портфель 2 SKU. Это будет яблоко-груша, самый узнаваемый. Вот как раз вот этот вот, да? Нет, немножко не такой. Там будет одно яблоко, и будет 38. Это будет 38 градусов. Да. И второй, это вот как раз берут малину, которую вы тоже высоко оценили. Ну, надеемся, что степ-бай-степ будет что-то еще. Ведем переговоры. Вот, есть понимание. Еще, если хотите, я могу вам предложить вот интересную такую вещь, которую, в принципе, эта идея рождена в союзе Николая Фоменко с господином Александром Рапопортом. Господин Рапопорт заказал нам изготовить для него продукт по старому немецкому рецепту. Тут как раз зеленое яблоко. И вводных было очень мало. Была вводная по градусу. Была вводная по цвету и по продукту. То есть должно быть яблоко под 40. Оно было сладкое, как сказали нам. Ну и ребята начали выполнять. Скажите свое мнение, потому что это очень необычно было даже для нас, потому что когда мы работали над продуктом, мы далеко не с первого раза попали в ту вкусовую гамму и ароматику, которую от нас ждали. Потому что это восстановленный рецепт, который, в принципе, последние 70 лет никто не делает. Его в Германии нет. Он только вот мы его стали делать, поставлять в Россию, но и сейчас наполняем немецкие сети. Это то самая кожура зеленого яблока. Абсолютно. И уже у нас есть хорошая реакция, там пароходные компании берут себе. Пароходные? Да, АИДа компания европейская. Почему пароходные? Ну, не знаю, может быть, это потому что связано с тем, что, да, охладили, смотрим пейзажи, смотрим, как в кино, проезжаем где-то там красивые места немецкие. Ну, вот с чего-то надо было начинать, и мы очень рады, что нашли такое понимание. Интересно, я чувствую кожуру зеленого яблока, и я чувствую, и здесь я уже чувствую спиртуозность. Вот тут я уже чувствую... 38 и сахар. Спиртяжечки немножечко есть. Но вообще, все прилично. Я бы сказал, что это яблочная лимончелло. Да. Вот я искал, наверное, да. как назвать этот продукт. Потому что, да, он в идеале он называется шнапс. Эпплчелло. Эпплчелло, да, может быть. Может быть, возьмете мою идею на вооружение. Почему нет? Воромник, попробуйте. Да, это точно эпплчелло, однозначно. Вот во вкусе, кстати, спиртуозности уже не чувствуется. В аромате есть, во вкусе нет. А он сейчас уйдет немножко. Чуть-чуть да, надо... возможно, продышаться бы ему. Да. Александр, спасибо большое. Я думаю, наши зрители высоко оценят эти напитки, тем более, если они окажутся на полках X5. Я думаю, все, и вы, и мы еще раз сможем насладиться этими замечательными нектарами, я бы даже сказал. Спасибо вам за вводную часть, спасибо вам за информацию. И вам спасибо за интерес. Спасибо большое. Спасибо, я рад, что вам понравилось. Я надеюсь, да? Да. Ну. Надеюсь, вам понравилось это интервью. Хотелось бы также добавить пару копеек о выдержке шнапса. Традиционный исторический шнапс хранился в глиняной посуде. Потом, как и во многих историях с крепким алкоголем, шнапс стали хранить в дубовых бочках. Сегодня этот вариант также присутствует и, в общем-то, очень интересен. Эту категорию можно выделить отдельно.
Это выдержанный шнапс, альтер. Альтер значит старый. Так что если вы чувствуете себя старым, поверьте, вы не старый, вы выдержанный. Также сегодня есть популярная история с выдержкой в бочках из-под хереса. Есть даже некоторые продукты, малиновый, например, шнапс, выдержанный в бочках из-под Педро Хименес, испанского хереса высокой сахаристости. И, конечно же, пару слов заключительных о гастрономии. Шнапс используют и употребляют при комнатной температуре, ни в коем случае не охлажденном. В основном это дижестивная и аперитивная история. Возможно, подача вместе с блюдами, горячими блюдами, если это не сладкий шнапс только. По крайней мере, мне так нравится, хотя кому как хочется, пусть так и употребляет. Также стоит еще добавить, что шнапсы употребляют вместе с кусочками фрукта, из которого сделан этот шнапс. В Германии даже есть такой продукт, типа что-то типа шота, баночка, как у нас баночки вот эти с водкой маленькие, да, бахнул и пошел. Такие же баночки, в них там, например, шнапс и персик. Кусочек персика плавает или шнапс, там и яблочко. Пожалуй, все, что я хотел сказать о шнапсе. Надеюсь, теперь вы знаете о шнапсе почти все. Если чего-то не знаете или возникли вопросы, жду их в комментариях. Любые ваши мнения мне очень интересны. Итак, заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для любителей, ценителей крепкого алкоголя, качественного крепкого алкоголя, бокальчики, стаканчики, в том числе и бокальчики для шнапса. Итак, не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока! Они где стоят?